Приветствую! Представляю мой обзор однокассетной деки Sony TC-K222ESA, выпущенной в 1991 году на японский рынок. Соответственно, питается дека от переменного напряжения 100 вольт, потребляемая мощность 19 ватт. В качестве адаптера под европейскую сеть 220 вольт я использую понижающий трансформатор Robiton, рассчитанный на максимальную мощность потребления 45 ватт. Но несмотря на хороший запас мощности, он греется. Приобрел я его в магазине Cheap Deep, ссылка в описании. После Pioneer сети 777, здесь он нижний, полюбились мне модели с тремя одинаковыми цифрами в названии. Ее аналог – это европейская модель TC-K890ES. Судя по первой цифре, аппарат на уровне предтопа. Дека в черном цвете. Ее фронтальная панель, крышка кассетоприемника, основание, тыльная стенка, кожух металлические. Кнопки, регулирующие ручки, окно кассетоприемника и индикатора, большие круглые опоры, а также фальш-панель, понятное дело, пластиковые. По габаритам она сопоставима с Pioneer, но шире с фронтальной стороны где-то на сантиметр и уже в глубину сантиметра на 2. Все надписи на английском языке на фронтальную панель и японские иероглифы на тыльную стенку нанесены краской. Только логотип Sony слева от выхода сигнала для наушников – это наклейка, причем она вклеена криво. Над разъемом имеется регулятор уровня сигнала в наушниках и только в них. Выше него переключатель для включения таймера записи в крайнем левом положении и таймера воспроизведения в крайне правом положении. И верхняя кнопка Power, которая полностью отключает деку от сети, а не переводит ее в режим ожидания. В этой деке лентопротяжный механизм расположен тоже слева. Крышка моторизованная, открывается и закрывается при нажатии нижней сенсорной кнопки справа. Она извлекается, так как фиксируется на 4 направляющих по 2 с каждой стороны. Просто поднимаем кверху. Вот эти направляющие, одна сверху, одна снизу. Лично мне нравится большое окно, а не такая вот узкая щель. Под ней карман из пластика молочного цвета. Хотя где-то я читал, что он из керамики. Может и так, утверждать не буду. В нем подвижный держатель кассеты, обклеенный изнутри грязно-серой резиной с пупырками. В лентопротяжном механизме используется закрытый трак с 2 тонвалами и 2 роликами для протяжки ленты. Он оснащен 3 головками, обеспечивающими сквозной канал для мониторинга качества записи. С какого-то определенного года производитель стал наносить на магнитные головки 2 синие метки. Удобно, что имеется подсветка мятно-зеленого цвета. При снятой крышке есть доступ к регулировке головок и левого ролика. Единственное неудобство – это невозможность протирать вращающиеся резиновые ролики, так как без установленной кассеты режим воспроизведения не включается. Правее LPM внизу есть 8 сенсорных кнопок управления приводом. Кнопки воспроизведения, запись и пауза имеют светодиоды соответственно зеленого, желтого и красного свечения. При нажатии кнопки «Запись» дека переводится в режим паузы записи. Выше них, сразу под индикатором, расположены 2 узкие, тоже сенсорные кнопки системы AMS, поиска треков по паузам между ними. При их нажатии мерцает зеленый светодиод воспроизведения. В Pioneer же это реализовано просто кнопками перемотки из режима воспроизведения. Для записи качественных 4-секундных пауз используется кнопка Rec Mute. Однако эта система позволяет искать только следующий трек или начало текущего трека, а не 2, 3 и так далее, как это возможно в Pioneer. Отмечу, что данный механизм при загрузке кассеты и перемотке в обе стороны работает шумно в сравнении с Reference Master от Pioneer. Под широким пластиковым окном находится люминесцентный индикатор, и правее него в этом окне инфракрасный фотоприемник сигналов дистанционного управления. Правда, оригинального пульта к деке у меня нет. Его модель RM-J701. Индикатор уровней обоих каналов имеет приблизительно равные шкалы ниже и выше нуля.
На уровнях фиксируются пики сигналов, но режима их заморозки в этой модели нет, как и нет возможности масштабирования шкалы выше 0 дБ. И данная шкала откалибрована под ленту с намагниченностью 250 нановебер на метр, поэтому значок Dolby ниже 0 дБ. Для лент первого и второго типа выше плюс 2 дБ отрисована вот такая красная линия. По умолчанию, если извлечь кассету, и для лент четвертого типа эта ограничительная линия начинается с плюс 6 дБ. По инструкции рекомендуется записывать сигналы на ленты первого и второго типа до значка плюс 2 дБ, а для лент четвертого типа до значения плюс 6 дБ. Ниже размещен счетчик реального времени. Он имеет 4 разряда, разделенных точкой. Для его сброса ниже есть кнопка Reset, а для запоминания этой нулевой метки на ленте кнопка Memory. Потом можно вернуться к ней при перемотке, пока светится на индикаторе эта надпись. Готово. Удобно, что счетчик реального времени работает и в режиме перемотки, поэтому можно быстро оценить реальный хронометраж ленты в кассете. Счетчик имеет большую погрешность при обратной перемотке ленты в начало кассеты. Так, значение хронометража при перемотке ленты вперед для 90-минутной кассеты составило 46 минут 43 секунды, а в режиме ее воспроизведения длина ленты на 46 минут 42 секунды. Можно считать, что значения совпали. При обратной же перемотке это значение получилось 46 минут 38 секунд. Разброс небольшой, в 4-5 секунд, но он есть. Общее впечатление от индикатора такое. Он информативный, яркий, его сегменты как будто меньшего размера, поэтому создается впечатление очень высокого разрешения в сравнении с индикатором от Pioneer CT777. И я к нему еще вернусь. Для контроля записанного сигнала справа под индикатором есть сенсорная кнопка «Монитор», которая подключает на выход сигнал с источника или с ленты. В Pioneer CT777 удобно, что при снятии паузы записи аппарат автоматически переключается на сигнал с ленты, а здесь это надо делать вручную. Справа внизу на фронтальной панели размещены 4 уже механические кнопки, а под ними 2 с краю трехпозиционных переключателя и между ними 2 ручки для регулировки. Включаемые ими функции отображаются в нижней части индикатора белым и красными цветами. Верхние переключатели имеют 2 положения. Этот для включения MPX-фильтра для записи FM-передач. Он включается только вместе с активной системой шумоподавления Dolby B или C, которая выбирается нижним переключателем. Далее в этом аппарате есть возможность отключать систему динамического подмагничивания Dolby HX Pro. Правее нее кнопка активации ручной калибровки тракта записи под ленту. При этом на индикаторе появляется шкала с 2 метками для настройки по ним с помощью этих регуляторов тока подмагничивания и уровня записи. Резистор имеет фиксируемое центральное положение, подобно ручке баланса между каналами. И крайне справа это переключатель эквализации на 3 фиксированных положения с низким, нормальным и высоким уровнем BIAS. Выше маленькая кнопка выключения люминесцентного индикатора в 2 этапа. Сначала индикатор уровня, потом счетчик. Потом он включается. Это большая ручка регулировки уровня записи с красной меткой. Вокруг нее в углублении похоже, что на фальш-панели нанесена краской разметка. А слева маленькая ручка баланса между левым и правым каналом. Также с фиксируемым центральным положением. На тыльной стенке имеется неотсоединяемый кабель в очень толстой изоляции с вилкой азиатского стандарта плоскими контактами. И 3 пары RCA коннекторов. Линейного выхода белый-красный, линейного входа белый-красный и отдельно еще вход CD Direct. 2 этих входа переключаются крайней правой кнопкой на фронтальной панели. При выборе входа CD Direct сигнал проходит, минуя цепи регулировки баланса между каналами. То есть в этом случае нет возможности выставить баланс соответствующей ручкой регулировки. Добавлю, что сигнал на линейном выходе этой кассетной деки дополнительно не регулируется. Впрочем, как и в Pioneer CT777.
Аппарат я купил в рабочем состоянии, но с нюансами. Сейчас я сниму верхнюю крышку, чтобы оценить его внутреннее состояние. Заметил, что у аппаратов высокого класса верхняя крышка прикручена винтами сверху, а не к тыльной стенке. Ну и с боков, конечно. Ее фактура отличается от шероховатой, как в Пионер. Похоже на неоднородное в крапинку порошково-полимерное покрытие. Ну, такое, как на металлических входных дверях. Но одно вот такое плоское из листового металла. Многие вот такие уже хоженые, протертые, стоптанные. Мне нужно восстановить ненадежный контакт RCA разъема линейного выхода, отмеченного красным цветом. Поэтому вскрываю деку. Крышки из толстого листа жести, сверху имеются вентиляционные щели. Внутри все выглядит скромнее, чем у Pioneer CT777. Здесь на металлическом основании закреплены винтами и саморезами трансформатор, основная плата и лентопротяжный механизм. Как я уже показывал, основание из плоского листа жести не имеет сотовую фактуру. А вот к фронтальной пластиковой фальш-панели за металлическим экраном прикреплены органы управления, индикатор с фотоприемником дистанционного управления и лентопротяжный механизм. Здесь установлен транспортный механизм TCM200D10, как у модели Sony TCK222 ESG. В нем используется прямой привод для вращения маховика ведущего тонвала. И с него уже с помощью широкого пасека передается вращение на маховик левого тонвала. На этой плате собрана схема кварцевой стабилизации скорости вращения прямого привода на контроллере Toshiba TC9142P. Еще два мотора постоянного тока используются для подмотки-перемотки. А в качестве идлера здесь задействована шестеренка с зубчатой передачей на подающие и принимающие ролики. Все модули соединяются с основной платой с помощью различных шлейфов с разъемами. В элементной базе используются фирменные микросхемы Sony. Необходимое для питания напряжение снимается с трансформатора и подается на вот этот разъем. Для фильтрации выходного напряжения в деке используются конденсаторы емкостью 5600 микрофарад на 35 вольт. Предохранитель также установлен здесь внутри на плате. Структурно на главной плате можно выделить ближе к тыльной стенке тракт воспроизведения. Построенный на операционном усилителе NE5532P, двух резисторов для настройки уровней воспроизведения отдельно по каналам и микросхеме Sony CX20188 системы шумоподавления Dolby в тракте воспроизведения. В правом дальнем углу элементы схемы калибровки уровня и тока подмагничивания. В нее встроены два генератора на 400 Гц и 8 кГц. Есть возможность подстройки уровней сигналов генераторов вот этими двумя резисторами и откорректировать уровни Rec Level и Bias. Это вот эти Rec Level и Bias. В центре между блоком питания и лентопротяжным механизмом размещена схема управления на микроконтроллере Sony M50964-226SP. Правее него распаяна схема стирания и подмагничивания с возможностью постройки для трех типов лент. И далее на плате размещен тракт записи, построенный на операционном усилителе NGM4580DD, двух резисторах для постройки уровней записи отдельно по каналам, и такой же микросхемы Sony SX20188 системы шумоподавления Dolby. Тыльная и фронтальная стенка соединены тремя перекладинами, которые смотрят в одну сторону. К ним винтами крепится верхний металлический кожух. Вот такой мой краткий обзор кишек кассетной деки Sony TCK222 ESA. В общем-то, как я и предполагал, отключив только шлейф питания и выкрутив тут несколько винтов, поднял плату и обнаружил кольцевые трещины вокруг выводов вот этого разъема. То есть пропаять нужно все выводы заново. Этот недостаток я устранил, все пропаял. Но выяснилось, что у меня не был подключен вот этот разъем. Это как раз есть и таймер записи воспроизведения, поэтому он у меня не работал. Теперь же все стандартно. Если дека в выключенном состоянии, его перевести в режим Play. И в деке уже установлена кассета, то при нажатии кнопки Power начнется автоматическое воспроизведение кассеты. Аналогично, если перевести этот переключатель в режим запись, то аналогично при включении сети, если уже установлена кассета, дека автоматически переходит в режим записи.
Я сравнивал звучание этой деки Sony TCK222 ESA с декой Pioneer CT777 и никакой разницы не услышал. Оба аппарата играют красиво. Звучат, конечно же, акустические колонки, но деки звук источников не искажают и играют похоже. Технические характеристики я не озвучил, но с ними можете ознакомиться по ссылке на руководство по обслуживанию под этим видеороликом. Буду рад новым подписчикам и положительной оценке этого видеоролика. Благодарю за просмотр, до встречи, пока!